Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. И с чего бы я хотел, господа, начать? Ну, во-первых, давайте вспомним, что мы сегодня, по большому счету, находимся в режиме, можно сказать, отдыха. Да? У нас праздник 9 мая, с чем я вас всех и поздравляю. Ну и, собственно говоря, надо отметить, что, понятное дело, российский рынок при этом, как я уже говорил, не торгуется. Поэтому единственное, куда мы можем посмотреть, это посмотреть на Форекс. На Форексе, обратите внимание, после вчерашнего дня мы все-таки также продемонстрировали попытку выйти за 78, да? Соответственно, как я уже сказал, будем наблюдать. Пока рано делать какие-то прогнозы. Я вам уже привел все доводы для того, чтобы непосредственно, так сказать, ожидать все-таки укрепления доллара. Смотрите, давайте сегодня посмотрим, кстати, как он себя вел. И обратите внимание, как я вам и говорил, смотрите, куда доллар ушел. На 101,80. То есть вот вчерашним днем 101.40 было, да, и вот мы видим уже 101 практически 85, и сейчас небольшая коррекция, да. Это ровно все то, что, как говорится, требовалось доказать, да. То есть это все, естественно, связано с тем, что цены на нефть пытались сегодня выйти за 78. Смотрите, был момент, когда их опускали вплоть до 75. Сейчас они опять восстанавливаются. Пока нет информации по тем данным, которые нас интересовали. То есть, смотрите, давайте сразу, что мы сегодня ждали с вами, да? Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от ЕА. Вот этого прогноза я еще не увидел, не знаю, его пока не опубликовали. Соответственно, скорее всего, возможно, он будет позже, по нему будет все понятно, да? Но реакцию на нефть мы видим, да, что нефть в итоге, как я и говорил, пытается прорваться за 78. Все это логично, все это, как говорится, было ожидаемо. И, соответственно, я вам сразу предупредил, что после этого начнется рост доллара. Что, собственно говоря, мы и видим. Более того, смотрите, облигации тоже, естественно, растут. Как я вам сказал, двухлетки придут уже в итоге на 4,05. Вот они, вот к этому уровню, да, вот он у нас. Он разделяет фактически на падение, то есть вниз, да, и, соответственно, наоборот, при пробое вверх. Вот мы фактически его сегодня уже тестировали, да. Если посмотреть на десятилетки, здесь та же картина, вот он тоже рост, видите, даже свеча окрасилась уже зеленым цветом, таким ярким, что говорит о том, что идет восстановление на пробой даже вот этого локального трендового коридора, да. То есть, опять же, все указывает на укрепление доллара. И вот мы видим непосредственно индекс доллара, который растет. И все это, естественно, почему? Потому что цены на нефть, господа, пошли вверх. Несмотря на то, что ситуация с госдолгом пока висит в воздухе, да, а мы помним, что это сейчас основное событие, которое все ждут, и при этом, несмотря ни на что, нефть у нас растет. Более того, сейчас я вам расскажу еще о каких событиях, да, которые сегодня были. И мы с вами еще кое-что в этот момент тоже подчеркнем для себя. Значит, смотрите, надо учитывать, что сегодня еще, я не отметил это в календаре, но сегодня отчитывался Китай. В каком плане? Он показывал, какие у них, скажем так, ситуация складывается в экономике экспорта и импорта. Сейчас я вам покажу, по-моему, вот здесь мы это дело получили. Ну вот смотрите, общий рост экспорта Китая замедлился в апреле, в то время как импорт резко упал, что также способствовало ослаблению рынка во вторник. Да? Спрос на сырьевые товары упал в прошлом месяце, при этом закупки сырой нефти, железной руды и меди за рубежом сократились по сравнению с предыдущим месяцем. Это к вопросу о том, что цены на нефть должны были, соответственно, падать. Да? Но, в принципе, если мы посмотрим с вами на 5-минутки, да, то мы увидим, конечно, что в начале нефть так и делала. Да? Вот она. Постепенно пошла снижаться. Вот с утра, когда вышли данные по Китаю, постепенно пошло снижение. Потом, смотрите, прошли практически до 75 и резкое восстановление, потому что, естественно, ждем подъем на, собственно говоря, 78 на пробой, да. Ну и по индексу доллара, соответственно, как я вам сказал, в этот момент, соответственно, у нас индекс доллара резко пошел на укрепление. При том, что госдолг потолка у нас еще, как говорится, новостей оттуда нету, да. Теперь смотрите дальше, что мы еще ждали с вами. Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти, а они выйдут в 23:30. Поэтому ролики сегодня будут короткие, потому что, в принципе, все основные события, господа, они выйдут позже. Вот теперь давайте посмотрим, что мы все-таки с вами ждем, какую, так сказать, картину фундаментальную, да, которая у нас непосредственно складывается на сегодняшний день. Значит, смотрите первый момент.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала на встрече в Киеве во вторник с президентом Украины Зеленским еще больше санкций против России. Это, господа, об 11-м пакете. Почему это так важно? Да? Я вам также говорил, что это фактор для ослабления рубля. Да? И поэтому я вам и говорил, что сейчас все играет против рубля. И, соответственно, вероятность того, что если Центробанк перестанет работать, соответственно, в рамках бюджетного правила, то, соответственно, у нас вероятность того, что мы вернемся за 78 и выйдем вот в этот диапазон 79, да, а дальше уже, возможно, 80-80,5, вполне реален. Тем более, еще раз говорю, все пока складывается против. Теперь смотрите дальше. Страны G7 намерены выработать планы по борьбе с банковскими кризисами, да, наподобие того, который привел к краху американского Silicon Valley. Значит, смотрите, все читать не буду, подчеркну опять тоже, только самое главное, смотрите. Они говорили о том, что один из факторов, которых очень тревожит, это когда слухи могут распространяться в социальных сетях, да, а вкладчики в состоянии снимать средства мгновенно с помощью интернет-банкинга. О чем это, господа, говорят? Они говорят о том, что они не хотят теперь давать возможность вкладчикам снимать деньги. То есть фактически вкладчики будут замораживать свои вклады и не давать возможности им, как говорится, снять их с депозита для того, чтобы не создавать рисков для них банковского кризиса. Вот и все. То есть люди просто будут терять деньги. Вот о чем говорит, собственно говоря, G7. Да? Теперь смотрите дальше. Дальше поехали. Чистая прибыль крупнейшей мира нефтяной компании, вот смотрите, Саудовская Арамка, да, по итогам первого квартала 2003 года сократилась на 19%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,190 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. Свободный денежный поток вырос на 1% до 39 миллиарда долларов, а дивиденды за первый квартал составили 19,5 миллиарда долларов. В то же время квартальные капзатраты выросли на 15% до 8,746 миллиардов долларов. Да? Наша стратегия роста продолжается осуществляться, и в течение квартала мы добавили значительного прогресса в стратегическом разрешении нашего бизнеса, в расширении нашего бизнеса в области переработки и сбыта, объявив о ключевом приобретении в США, а также важных инвестициях и партнерах в Китае и Южной Корее. Приводится в релизе слова гендиректора компании Амина Анасера. Да? Для чего, господа, нам это важно? Опять же, идем к нефти. Да? Это в очередной раз нам доказывает тот факт, что саудитам нужно вернуть этот 78-й. Помните, бюджет сверстан с 78. Именно поэтому нефть у нас сейчас и пытается все-таки восстановить 78 уровень. Саудия Арамка получила убытки. Это говорит о том, что, конечно же, им нужно тоже более дорогие цены на нефть. И, соответственно, как мы это понимаем, безусловно, это приведет опять к борьбе доллара с нефтью. И, соответственно, опять это может, естественно, сказываться на рубль. В плане того, что доллар будет, если действовать против него, естественно, будет укрепление доллара против рубля, если, опять же, Центробанк не будет задействовать свои, как говорится, интервенции в рамках бюджетного правила. Да? Также мы понимаем, что у нас еще и картина выглядит там, что нефть будет пытаться, естественно, подниматься, а, соответственно, если она будет, скажем так, компенсировать вот эти укрепления по доллару, да, то, соответственно, опять же, это дает возможность нашему Центробанку несколько снизить вот эти вот интервенции, да, то есть благодаря, собственно говоря, как говорится, балансу за счет этих непосредственно процессов. Теперь смотрите дальше, да, что мы дальше, собственно говоря, еще с вами ждем. Ну вот общий рост я вам про Китай рассказал. Теперь смотрите дальше, тоже важный момент. Наиболее вероятным сценарием является то, что Конгресс продлит срок до 30 сентября, когда закончится финансовый год. Это приведет к более серьезной битве за бюджет на 2024 год и потолок долга одновременно. Это вот, господа, теперь пошла информация конкретно по госдолгу. Сразу вам скажу, что будет принято, не принят он, а вообще вот это будет собрание происходить, да. Смотрите, сейчас я некоторые моменты упущу, да, и смотрите, прочитаю вам самое главное. Елен заявил в воскресенье, что просто нет хороших вариантов для выхода из тупиковой ситуации в Вашингтоне по ограничению долга, кроме снятия ограничений Конгрессом. Она также предупредила, что обращение, вот смотрите, помните, я вам говорил, что есть некая поправка в Конституции, которая позволяет Байдену, собственно говоря, принять это решение, абсолютно не, как говорится, согласовывая его с Конгрессом, да, конкретно с республиканцами. И вот что это за, собственно говоря, механизм. Смотрите, к 14-й поправке, в которой говорится, что действительность долга США не должна подвергаться сомнению. И что некоторые считают недействительной концепцию потолка долга спровоцирует конституционный кризис.
То есть, господа, что это имеется в виду? Что есть такая поправка у них там в США, да, которая говорит о том, что госдолг у них может быть бесконечный. Просто бесконечный. И никто не вправе вообще сомневаться в том, что он может быть настолько высокий. Вот о чем это говорит. Но это приводит к кризису конституционному, потому что если, соответственно, Байден прибегает к этой поправке, а то есть игнорирует фактически интересы республиканцев, то это начинается уже конкретно кризис во власти. И вот этот момент, он имеет тоже огромное значение. То есть, соответственно, у нас сейчас ситуация складывается либо, смотрите, я рассматриваю три сценария. Первый сценарий, это будет некая ситуация неопределенности по срокам, то есть они отложат еще на какой-то срок, и будет договоренность, скорее всего, о каком-то временном, промежуточном варианте, возможно, да. Второй вариант, это когда конкретно будет принят промежуточный вариант, такой, как, например, собственно говоря, сказали республиканцы, да, то есть поднимает там, например, на 1,5 триллиона, но при этом сокращает на 3,5. Притом, вот этот вот именно ограничения могут быть, например, пересмотрены. Например, могут договориться о каком-то временном подъеме, но при этом, допустим, без сокращения, да, но, допустим, до какого-то определенного срока, да. И есть третий вариант, когда конкретно Байден пойдет просто ва-банк и, как говорится, не слушая республиканцев, что крайне, кстати, маловероятно, скорее всего, вот, собственно говоря, использует вот эту поправку и, как говорится, не глядя на ситуацию с республиканцами, примет этот госдолг. На самом деле, имеет это, господа, огромное значение, и я вам объясню почему. Потому что если будет принят, как я уже говорил, госдолг без ограничений, то ситуация с СВО, она будет дальше развиваться, как говорится, по нарастающей. Да? Если госдолг будет принят с ограничениями, то это будет сразу удар по СВО, потому что в этой ситуации, соответственно, как мы понимаем, бюджета на финансирование СВО просто выделяться не будет. И это очень довольно быстро закончится совершенно, как говорится, не в пользу того, на что ставили в начале США. Да? Поэтому для этого они, естественно, скорее всего, никакой госдолг пока не примут. До тех пор, пока не начнется контрнаступ. Потому что контрнаступ должен продемонстрировать, собственно говоря, отбитие тех инвестиций, которые были вложены в эту страну. То есть бабки оплачены, будьте любезны отрабатывать. А по-другому не получится. И, соответственно, для того, чтобы договориться с республиканцами о дальнейшем расширении госдолга, да, республиканцы должны получить убедительные, как говорится, доказательства, что те бумажки, которые были направлены туда, позволяют, соответственно, их отбить. И тогда, соответственно, можно печатать новые. Потому что фактически Америка страна банкрот. И я вам сейчас это докажу. Смотрите. Конкретно. Денежный баланс. Способность правительства США выплатить свои долги и выполнить свои обязательства по расходам в конечном итоге сходится тому, есть ли у него наличные деньги для этого. Поэтому сумма на его текущем счете имеет решающее значение. Эта цифра уменьшается и уменьшается изо дня в день, в зависимости от расходов и налоговых поступлений, погашения долгов и доходов от новых займов. И если она станет слишком близкой к нулю, для удобства Министерства финансов это может стать проблемой. А по сути так оно и есть. У них наличных денег практически не осталось. Вот это час X, который на 1 июня, это как раз тот самый час, который наступит, когда, собственно говоря, вся наличка закончится. Несмотря на то, что Америка всю жизнь занимается только тем, что печатает эти деньги, наличных денег у них нет. Вот и все. И поэтому, соответственно, для того, чтобы дальше как-то изображать из себя суперэкономику, им нужно дальше опять начать печатать деньги. И для этого, соответственно, нужно отбить те деньги, которые были вложены в те территории, которые они собирались захватить. Ресурсы в них, естественно, прежде всего, да. Ну и, соответственно, после этого, нанеся, так сказать, экономический удар по России, в этот момент разделить всю Россию и получить оттуда все ресурсы. И все это, соответственно, попытаться потом окупить вот эту резаную бумагу. Вот это чисто никакой там политики, как говорится, ничего личного, чисто бизнес. И вот в этой ситуации, господа, как раз
мы и получаем вот этот момент неопределенности по госдолгу. То есть пока мы, соответственно, не получим результата по поводу того, как окупилась резаная бумага до этого, соответственно, никакой госдолг они договорить и согласовать не смогут. А для этого, как мы понимаем, как я уже говорил, ситуация должна будет разрешиться вначале с контрнаступом. Из этого мы делаем вывод, что решение по госдолгу, скорее всего, до этого момента не будет. И поэтому так быстро начинают все разговоры вести про то, что надо срочно наступать, надо срочно наступать. Потому что иначе не будет принят этот вопрос, связанный с госдолгом. Также смотрите, господа, тоже интересный момент. Смотрите, между тем, бывший экономический советник администрации Байдена Далип Сингх сказал, что шок на финансовом рынке это то, что необходимо, чтобы мотивировать политиков выйти из нынешнего тупика в отношении лимита долга. Помните, я вам говорил, что вообще вот эта вся история с непосредственно банковским кризисом, что все это абсолютная фигня, все это фуфло, и все это сделано для того, чтобы подтолкнуть республиканцев принять госдолг в том виде, в котором он есть сейчас, то есть без всяких ограничений, а просто тупо его согласовать с бидоном и все. Вот, собственно говоря, для чего все это делалось. Ну и, собственно говоря, господа, на этом я, наверное, по фундаменталу закончу. Значит, смотрите, мы с вами должны, соответственно, сейчас в любом случае дождаться ситуации, связанной с решением по Американскому институту нефти, да, то есть что там у нас, собственно говоря, какие будут запасы. Потому что, как мы помним, мы сейчас смотрим прежде всего на запасы, которые будут происходить в реальности, да. Также, смотрите, вот этот момент, кстати, еще один я напомню по поводу вот этого госдолга. Один момент, сейчас покажу. Значит, смотрите, вот. Кстати, ну это сейчас мы вернемся к российскому рынку и, соответственно, к рублю. Вот смотрите, сегодняшнее собрание, это как раз по вопросу, когда будет происходить сегодня это собрание, да? В овальном кабинете с высокими ставками начинается в 4 часа по восточноевропейскому времени. На нем также присутствовать будет лидер демократов в палате представителей Хаким Джефферс, будет штат Нью-Йорк, лидер большинства в Сенате Чак Шумер, штат Нью-Йорк, и лидер меньшинства в Сенате Митч, да, МакКоннелл тоже будет там же. И смотрите, это собрание происходит по Москве за 12 часов ночи, то есть это в ночью может уже оттуда начинаться происходить непосредственно какие-то сигналы по поводу этого госдолга. И там тоже вот эта динамика, обратите внимание, у нас в 23:30 выходят данные по Американскому институту нефти, как раз по запасам, да, и уже после там практически 12 часов ночи начнет поступать информация по этому госдолгу. Так что вот совпадение это или нет, но как вы понимаете, это отразится и на ситуации с ценами на нефть, и непосредственно отразится на ситуации с индексом доллара, который уже начал расти, при том, что на самом деле он сейчас, как мы помним, расти-то и не должен, потому что на самом деле под ним там сейчас очень много вопросов. А теперь смотрите, господа, по поводу пакета. Фон дер Ляйен заявила, что ЕС добавляет больше продуктов к запрету на транзит, например, на продукты передовых технологий или детали самолетов, которые отправляются в третьи страны через Россию. Во-вторых, продолжила она, предлагается новый инструмент борьбы с обходом санкций. Речь о том, чтобы санкционировать экспорт товаров, которые попадают в Россию через третьи страны. Такой инструмент она описала как крайнее средство, поэтому оно будет использоваться осторожно, после очень тщательного анализа рисков и после одобрения государственного члена ЕС. Да? Третий элемент будущего пакета, сказала она, запрет фирм-фантомов из России в третьих стран и которые умышленно обходят санкции. О чем это нам, господа, говорит? Это нам, господа, говорит о том, что фактически формулировка этого пакета, она довольно размытая. И это говорит о том, что на это, опять же, рубль может отреагировать достаточно неоднозначно. Может даже, в принципе, что называется, пойти на укрепление, да, потому что российский рынок, по крайней мере, на это может отреагировать положительно. Но ситуация заключается в том, что, во-первых, ночью мы будем получать данные по потолку непосредственно госдолга, также данные, соответственно, по нефти, а уже, господа, в среду, то, что мы будем ждать на следующий день, как вы понимаете, там у нас уже начинаются данные по инфляции. Поэтому вот в этом общем коктейле ситуация с рублем, именно потуги самого рубля, они могут быть абсолютно, как говорится, незаметны. Это мы должны четко понимать. Ну и давайте теперь перейдем, что у нас будет непосредственно, господа, собственно говоря, в среду. Индекс потребительских цен в Германии. Это к вопросу инфляции, да?
А тут смотрите тоже по поводу инфляции в Европе, да, один момент я вам покажу. Смотрите, европейские нефтеперерабатывающие заводы вынуждены платить огромные надбавки за более плотные баррели с Ближнего Востока после значительного повышения цен на грузы, отправляемые в следующем месяце. Согласно данным, собранным Bloomberg, в июне Ирак установил официальную цену продажи на Башар Медиум в регионе на самом высоком уровне. Более чем за год. Саудовская Аравия тоже повысила цены на более тяжелую нефть для Европы. Это отличается от Азии, где производители из Персидского залива либо сохранили цены на стабильный уровень, либо сократили их по сравнению с месяцем ранее. То есть для Европы нефть дорожает. У них заканчиваются все опционы, которые были куплены до этого, фьючерсы и так далее. И, соответственно, придется им заключать, собственно говоря, сделки по более высоким ценам, что, естественно, начнет разгонять инфляцию в Европе. Поэтому этот процесс, естественно, будет происходить постепенно. Но вот завтра мы увидим, какие будут данные по инфляции непосредственно в Германии, да, за апрель. Дальше смотрите. Базовый индекс потребительских цен в США. Вот это то, что все ждут, и индекс потребительских цен в США. Все ждут, потому что эти самые данные по инфляции, которые будут основными, которые, собственно говоря, весь рынок ждет, потому что они, как говорится, и покажут, насколько на самом деле все-таки инфляция в США ФРС побеждает своими повышениями ставок и пытаться, как говорится, нарисовать вот эту рецессию, да. Вот мы, собственно говоря, по этим данным и увидим. Вероятность того, что инфляция растет, крайне пока маловероятна, потому что, еще раз говорю, цены на нефть пока еще не начали непосредственно свое восхождение, да, и надо понимать, что, конечно, еще статистика не накопилась. Поэтому, скорее всего, там особых сюрпризов быть не может. Но все равно надо понимать, что доллар при этом все равно, скорее всего, будет расти. И тем более мы помним, что там у нас повис как раз госдолг США, который до сих пор, как говорится, не принят. Да? Дальше. Слушание под названием «Реакция федерального правительства на недавнее банкротство банков, да, в США». Это мы говорили о том, что по поводу банковского кризиса там будет тоже непосредственно ходить дискуссия. Да? Ну и, соответственно, запасы сырой нефти США уже официальные. Только то, что мы, собственно говоря, и ждем, ориентируясь на те данные, которые выйдут сегодня в 23:30 на неофициальные. Да? Также отчет об исполнении федерального бюджета США и аукцион по размещению десятилетних казначейских нот США. То есть, опять же, облигации, да, как я уже говорил, естественно, это тоже может повлиять на укрепление доллара. Вот такая, господа, у нас получится среда, очень насыщенная, притом с переходом со вторника, да, особенно по, собственно говоря, решению по госдолгу потолка США. Поэтому я еще раз говорю, мой прогноз, что, скорее всего, доллар вернется за 78, вот как мы закрывались, да, и, вероятнее всего, даже поднимется вплоть до 79-79,5. Вот эти все события, они могут этому достаточно неплохо поспособствовать. Особенно если будет, например, ситуация с госдолгом принята, то большая вероятность, что доллар на этом резко пойдет на укрепление. Он в принципе, да, я вам уже показал, что и все облигации растут, да, то есть они все ожидают явно повышения, явно. И, соответственно, доллар уже пошел в разгон, да. Мы помним, что там непосредственно запасы у нас, как говорится, должны будут выйти. И с большой вероятностью они будут сокращаться, потому что нефть за все это время только сокращалась. Только сокращалась непосредственно за все вот эти, можно сказать, недели, несмотря на то, что официальных сокращений не было еще, ну, не начинались они, да. А в этом месяце они уже, как говорится, начнутся уже как факт, да. Поэтому, безусловно, это опять приведет динамику доллара непосредственно вверх, да. Ну и давайте теперь посмотрим непосредственно по, что называется, прогнозу, да, как я уже сказал. Доллар я жду в районе до 79, в моментах, может быть, на том же Форексе в районе 80. Давайте вот на этом коридоре, наверное, будет более наглядно. Вот смотрите, непосредственно по доллару 78.50, 79.50. Вот. Из этой зоны волатильности переход вот в эту. Дальше по евро. Здесь, соответственно, восстановление 86.30 и вплоть до 87. До 88 пока под вопросом, но тоже в принципе в Форексе в том же, да, там колебания такие могут быть. Ну и непосредственно по юаню, да, если, соответственно, сейчас не будет распродаж, а наоборот Минфин там заявил о том, что они будут покупать, как мы помним, да, покупку юаней, то, скорее всего, от 11.20 до 11.40 вполне вот в этом диапазоне может юань восстановиться. А там уже, ну надо будет наблюдать, переход с 11.40
до 11.50. Вот такой уже вариант тоже можно будет рассматривать. Все это, господа, пока впереди. Еще раз говорю, основных событий еще не произошло. Пока ждем. Поэтому, как говорится, эти прогнозы, они предварительные. Единственное, в чем я уверен, что это как минимум будет за 78. А все остальное пока под вопросом. Дальше уже будем смотреть, как будет действовать и Центробанк России, и, собственно говоря, как непосредственно будет решение принято по госдолгу и непосредственно по всей вот этой статистике, данные по инфляции и так далее. Да? На этом, господа, еще раз вам напоминаю, что те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще финансовым рынком, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций. Как видите, все самое главное, все самые главные информации всегда там, она всегда является самой актуальной, которая не просто информационный фон, а именно то, что реально повлияет. Кстати, смотрите, еще один момент про американский рынок, да. Здесь тоже у нас картина, обратите внимание, все-таки мы пытаемся удерживать в районе 430, то есть рынок пока не растет, гнетет именно ситуация с госдолгом США и, соответственно, конечно, с ожиданием данных по инфляции. Но в целом 140-160 вполне и очень быстро может быть преодолен. Это надо понимать. Все зависит от того, естественно, какие у нас получится информация по госдолгу. И по крипте, господа. Сразу вам говорю, что, скорее всего, если госдолг будет принят без ограничений, крипта просто может улететь за 30 тысяч, например, по биткоину. Да? На этом, господа, еще раз напоминаю, что, соответственно, каждый день будем продолжать снимать ролики. Сегодня у нас день просто был выходной. Поэтому сильных колебаний официальных не было. По Форексу мы видели, что, в принципе, мы повторили, можно сказать, рисунок, когда был официальный курс. Ну и, соответственно, в пятницу будем снимать непосредственно уже, подводить итоги этой недели. И посмотрим, как все эти события непосредственно отразились на курсе доллара-рубля. Неделя непростая, сразу говорю. Там и вот этот пакет с санкциями и так далее, и потолки и так далее. И, соответственно, в воскресенье, господа, буду делать новый обзор с новыми календарем, с новых событий, которые, безусловно, мы полностью будем также каждый день разбирать и смотреть, как это влияет на курс доллара-рубля. Поэтому, если не хотите упустить, понимать, что происходит, подписывайтесь на нас и будьте в курсе.